Друзья, ну что, апдейты от Anthropic как из рога изобилия на нас сыпятся, и сегодня, буквально пару часов назад, Anthropic выкатывает Claude Design. Это на самом деле попытка догнать, как я это вижу, Stitch от Google, то есть это полноценная дизайн-платформа, которая позволяет вам проходить весь полный цикл дизайн-процесса, начиная от прототипирования, встраивая туда свою дизайн-систему, бренд-систему и получая какие-то прототипы, даже дорабатывать их, естественно, как целиком, так и поэлементно, причем используя специальные UI-контролы для того, чтобы можно было гибко настраивать те или иные опции. Они это выделяют в отдельную платформу, которая доступна будет прямо на вебе, в приложениях Anthropic, все как всегда. Что нас здесь интересует? Нас интересует, что эта платформа позволяет нам строить прототипы, продуктовые wireframe, то есть мокапы, которые потом могут превращаться в полноценные интерфейсы, либо сайты после обсуждения. В принципе, это классный путь для того, чтобы тестировать и разгонять сразу несколько направлений дизайн-решений. И более того, впоследствии это можно экспортировать как презентацию или отослать напрямую в Canva для того, чтобы там уже завершать и финализировать все процессы. Также Claude Design позволяет встраивать в свои прототипы дополнительные элементы, такие как голос, видео, другие элементы. Более того, Claude Design также поддерживает и импорт для того, чтобы мы могли отдать какие-то свои файлы с описанием бренда, с какими-то первичными описаниями проекта, над которым мы работаем, для того, чтобы он брал их как исходные данные и начинал развивать, начиная с них. Ну и последнее, наверное, из того, что нам интересно, естественно, здесь есть возможность зашарить свой дизайн внутри команды, так же, как я и сказал, экспортить в самые разные форматы для того, чтобы продолжать работу. Можно будет создать дизайн и, естественно, потом его уже передать в Claude Code и продолжать его дорабатывать, обогащая новыми элементами, фронтендом, добавляя бэкэнд. В общем, все то, что мы обычно делаем, пользуясь Claude Code. Итак, каким образом попробовать Claude Design? Мы должны заскочить в наш дашборд claude.ai, и мы можем увидеть, что здесь появилась новая вкладка, которая называется «Дизайн». Мы нажимаем эту вкладку, и первое, что нам предлагает сделать Claude Code, помимо того, чтобы мы создали имя прототипа, он предлагает нам создать дизайн-систему. Здесь сейчас выбрана умолчательная дизайн-система. Вот она у нас здесь создана. Мы можем в нее провалиться и обогатить ее, добавить нашими данными. Соответственно, мы можем сюда прокинуть имя нашей компании. Давайте я скажу, что наша компания называется Agent. Можно сюда добавить сам код на репозиторий. Я сейчас это сделаю. У нас есть же классный продукт, который называется Agent. Соответственно, давайте представим, что мы для этого open source продукта делаем новый дизайн, новый сайт. Соответственно, я вставлю сюда для того, чтобы наш Claude Code понимал нюансы, из чего это все состоит. Отлично. Помимо этого, у меня есть несколько вариаций логотипов, соответственно, я возьму эти логотипы, заэкспорчу в нескольких форматах, это будет SVG, будет обычная картинка, для того, чтобы Claude Code имел представление о том, что мы строим. Вот здесь есть третья кнопка, которая позволяет добавлять ассеты и логотипы к нашей дизайн-системе, нажимаем сюда. Добавим наши логотипы. Больше здесь мы ничего не будем добавлять. Ну что, наша дизайн-система готова. Мы дали ей ассеты, дали какие-то описания того, из чего состоит наш проект. И давайте теперь создадим сам продукт на основе этой дизайн-системы. У нас здесь есть опции создать прототип, создать слайд-дек, то есть презентацию, либо стартануть из шаблона. Давайте мы сделаем прототип с названием «Тест». Именно на нашей дизайн-системе у нас здесь есть опция, мы создаем wireframe, то есть некоторые черновики дизайна сайта либо интерфейса, либо создаем сразу high-fidelity прототип, соответственно, полная детализация, все, что должно быть там, уже будет. Ну, давайте нажимаем кнопочку Create. Сейчас мы будем описывать, что конкретно мы будем создавать. Итак, Claude Code готов стартовать. Мы видим, что у нас уже наши опции выбраны, и самое главное, выбрана наша дизайн-система, которую мы с вами только что создавали. Погнали описывать. Давай с тобой создадим веб-сайт для этого проекта, используя дизайн-систему, которую мы с тобой создали вместе. Веб-сайт должен отвечать описанию того, что у нас есть в README на GitHub. Я тебе его приложу на всякий случай, чтобы ты понимал, что конкретно, какие секции должны быть в этом веб-сайте. И прикладываю сюда контент README,
Вот у нас ставилось аж 372 строчки нашего Redmi, то есть это обычный Markdown, и давайте смотреть, что же у нас получится. Погнали! Итак, мы сейчас натыкаемся как раз на крутую опцию Claude дизайна. Он умеет интерактивно задавать вопросы и выдавать их в стиле, некоторого такого typeform. Мы можем быстренько пробежаться по ним, ответить на эти вопросы, и он уже воспримет наши ответы как дополнительный контекст к работе. Итак, мы с вами будем делать одну длинную страницу совсем. Главная цель сайта — конверсия в установку. Да, это все честно. Давайте пользоваться агентом. Как должен выглядеть Hero? Большой терминал, большой логотип, слева заголовок. Мне нравится идея с терминалом, почему нет? Какие секции точно должны быть? Давайте точно Hero. Что такое агент? Безапелляционно. Да, какие фичи есть? И как устанавливать? Давайте пока на этом остановимся. Вот FAQ, кстати, часто бывает, что нужно. Да, он говорит, мы делаем статику или полный интерактив? Конечно, интерактив. Зачем нам статика? Да, статику мы можем и сами нарисовать. Сколько вариаций сделать? Один финальный вариант. Давайте один, чтобы быстрее прийти к финальному результату. Светлая или темная тема? Какая? Давайте темная. Будет темная тема. Насколько сильно давить на пиксель-арт эстетику? По максимуму. У нас логотип из этого состоит. Скриншоты приложения. Нарисовать мог приложения. Я думаю, это будет не очень хорошо. Использовать UI-кит. Давайте, пускай рисует мок приложения, нажимаем Continue, и теперь смотрим, как наши ответы превращаются в контекст для Claude дизайна, и он начинает себе создавать task-лист для того, чтобы сделать наш дизайн. Пока Claude дизайн работает, я перескочил быстренько на Stitch от Google. Помните, мы пару видео назад про него говорили. Я думаю, что сейчас погоня Claude дизайна за Stitch'ем очевидна, потому что они довольно неплохо выстрелили со своим новым релизом. И их основной упор был сделан на то, что сначала они создают, то есть нейронка создает дизайн-систему для того, чтобы в последующем на основе нее создавать итерации прототипов, итерации вайрфреймов и таким образом добиваться нормальной консистентности в работе. Я думаю, что сейчас упор Claude дизайна на дизайн-систему перед тем, как мы создаем что-то рабочее, наследует всю эту историю. Давайте вернемся, посмотрим, что у нас получается. Да, мы видим, как сейчас создаются уже ассеты. Давайте ждать. Прикольно, что пока мы с вами сидим, ждем дизайна, Claude дизайн подкидывает нам какие-то прикольчики. Обязательно храните хлеб в морозилке, потому что после этого, когда вы в тостере его поджарите, будет намного круче результат. Спасибо. Очень полезный дизайн-совет на самом деле. И правдивый, что следует отметить. Опять же, пока мы ждем, нужно сказать, что здесь есть настройки у Claude Design. Соответственно, мы сейчас работаем на самой топовой модели, которую мы обсуждали вчера, кстати. Обязательно посмотрите это видео тоже. Здесь можно прикреплять дополнительные ассеты, записывать голос. В принципе, все ожидаемо и классически для AI-агентов. Смотрите, наш Claude дизайн приближается к концу, и каким образом они анимируют то, что он сейчас отсматривает текущий веб-сайт в браузере, довольно прикольно выглядит. Вот он скроллит для того, чтобы посмотреть, насколько все это прикольно выглядит. Вот, справа уже есть превьюшечка. Мне кажется, вот тут он уже открыл полноценный, готовый наш... Так, смотрите, наш фейковый терминал. Работает? Пробуем. Да, это рабочая кнопка, отлично. Да, вот здесь белое на белом. Смотрите, как прикольно он стили наследует. Давайте вспомним, как у нас выглядит наш логотип. Вот у нас как выглядит наш логотип с пиксельной эстетикой, такой в стиле 80-х, 90-х. И вот каким образом у нас получается наш дизайн. Смотрите, прикольный. Да, прикольные эффекты ховера. Классные иконочки он подобрал, очень стилево сочетаются с общим стилем. Смотрите, табы, круто. На самом деле это выглядит очень даже неплохо. Опачки, он нарисовал нам пример интерфейса. Да, естественно, это динамический интерфейс. Причем интерфейс по структуре-то похож на то, что есть у агента на самом деле. Видимо, он это знает, потому что мы приложили ему GitHub репозиторий, и он его полностью прочекал. Вообще говоря, смотрите, раскрывающиеся элементы. Если честно, это на самом деле очень хорошо. Мы ему дали довольно много контекста, то есть полный репозиторий, полный readme файл и стили.
И он, я хочу вам сказать, довольно круто справляется с этим всем. Вы что думаете? Как вам? Да, нет, нет, да? Каким образом мы это редактируем, если хотим? Здесь есть кнопочка редактирования. И теперь тут есть возможность выбирать конкретные элементы. Смотрите, насколько он прикольно выводит всю техническую информацию, и мы можем потом с помощью этого сайдбара что-то редактировать вручную, либо продолжать его промптировать в интерфейсе слева, либо вот таким образом все это править вручную. Наверное, если вы пользуетесь Lovable, вас этим особо не удивить, но тут прикол в том, что как только вы считаете, что дизайн готов, вы нажимаете кнопочку «Экспорт» и просто делаете хендофф, то есть передаете это в Cloud Code, продолжаете работать с этим. Ну или, как заявлено в документации, можете это отослать в свою канву или скачать просто как PDF-ку или слайды презентации и таким образом продолжать дорабатывать ваш проект до чего-то реального. Да нет, это на самом деле круто, если честно. Прямо на ваших глазах с первого промпта. Отлично, это нужно пробовать, смотреть, применять к реальным проектам. Пишите обязательно в комментариях, нужно ли дорабатывать этот сайт и выкатывать его в паблик. Что вообще думаете про Cloud Design? Давайте оставаться на связи, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!